Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Астро Инспирационе. Второй расклад, что изменится до конца июня в вашей реальности, в вашей судьбе. Вот давайте с вами и узнаем. И у нас два астрологических события 15 числа новолуние в Близнецах. И у нас с вами также Хирон, который переходит в знак зодиака Телец с 18 июня. Продлится, правда, до середины сентября. Но вот этот заход нам даст понять или подсказку, что же будет происходить в вашей жизни за последующие 7 лет. Поэтому будьте внимательны. И сегодня мы пройдем 6 шагов, которые изменят вашу реальность. Особенно обратите внимание на третий шаг. Там скрыт секрет вашего финансового, как исцеления. По Хирону мы говорим, да? Хирон – символ израненного целителя. А в конце мы откроем остальные три карты. Почему именно забота о себе сейчас? Может быть, забота о теле собственном, о своем благополучии сейчас важнее любых планов. Итак, первая наша карта – что тянет назад? В жизни каждого из нас есть что-то, что либо мы не можем отпустить, либо как-то не видим, может быть. Ну, давайте узнаем. Вторая карта – отношения. Кто зеркалит вас? Кто или что появится неожиданно? Не все контакты полезны. И Хирон в Тельце покажет, где в отношениях вы теряете свою ценность, мои дорогие. Третья карта – что отпустить, а за что себя простить? Возможно, и так. Четвертая карта – что важно сейчас, ваш главный ресурс. Что изменится, а что изменит вас? И что же произойдет дальше, будущее, к чему быть готовым? Итак, что же тянет назад, мои дорогие? Может быть, в вашем доме, в вашей жизни. Ну вот какие факторы? А вот что тянет назад? Перфекционизм, так и хочется сказать. Праздник после победы карта. Ну, я должна сказать астрологически, ведь это тоже так же. У вас то время, когда вы ведь надежные люди, мои дорогие, любимые девы. Вообще у вас сейчас, если мы так в целом, да, может быть, это карта порядка, это не просто победа, а когда у нас все как бы на своих местах. Но одно дело, когда ты навел этот порядок в своей жизни, и наступает время этим насладиться. Вот я больше вижу, мои дорогие девы, труженики, правда, и очень надежные люди. Это на самом деле так. Выносливые люди, я бы еще добавила. Но вам наступает время себя именно как будто чуть-чуть, может быть, замедлить. Дать себе возможность насладиться плодами труда своего. Или самому себе сказать, что не устраивая гонки, что нужно какое-то дело довести до такого какого-то совершенства, которое в природе, может быть, не существует. Вместо этого возьми и отдохни. Вот давайте узнаем. Тут как будто полный порядок, да? Но, может быть, когда мы не видим, что что-то новое приходит в нашу жизнь, что обстановка меняется, потому что мы до перфекционизма, ну, будем говорить, или до какого-то совершенства должны что-то довести. Мы не успеваем замечать, как вокруг происходят перемены. И мы сами, все то, что я сказала, точно. Карта как будто подтверждает, свечи – это у нас как жезлы. Это намерения, цели, планы, откуда к нам приходят деньги. Так вот у вас сейчас что тянет назад? Отчасти это представление ваше о чем-то. А тут как будто карта говорит: дева, пришло время сказать себе: я сделал все, что мог. Остановиться, дать себе покой. Для тебя сейчас очень важно, тут действительно забота о теле. Имеется в виду, может быть, ваши физические силы. Если мы о теле говорим, мышечная система, да, может быть, у кого-то из вас буквально мышечные блоки, когда от этой работы, да, и шея, и голова болит, и руки болят, у кого-то ноги болят. Ну, все зависит от того, чем вы занимаетесь, как род занятий. И вот постоянное повторение, как будто отдых у вас именно и провисает. Может быть, обстоятельства так дел складываются. Вот вам нужно дать покой и себе, и душе, и телу. Это точно. Пусть это карта ностальгии. Дать возможность, может быть, себе влюбиться, мои дорогие. Вот, кстати, привнести в свою жизнь какие-то добрые эмоции. Вам сейчас может это не хватать. Я бы даже сказала,
у кого-то из вас могла быть уже осуществлена, но в той или иной сфере жизни своеобразная победа. И карты нам и говорят, что дело, ну, ты такой молодец или такая молодец, ты что-то вот как преодолел непреодолимое. Но остановись, отдохни, переключи себя на что-то более доброе. Не пытайся, может быть, контролировать, ну, буквально все и вся, и всех, и себя, потому что это ведь не просто контроль ваш, допустим, в отношении кого-то. Вы ведь сами-то к себе ведь чрезвычайно строги. Вот как будто вот эту строгость по отношению к самому себе, будьте добрее к самим себе. Не загоняйте себя, хочется сказать, в угол. В вашу жизнь идет какой-то шанс. Вы действительно можете чего-то не заметить. Шанс и денежные вопросы решить, и по работе. Может быть, документально, какие-то документы. Здесь у вас очень добрые энергии идут в вашу жизнь, мои дорогие, которые вас не тянут назад. Нет. Тут ведь вся загвоздка в том, что вы сами себя можете тянуть назад. Как будто заработались, правда? Королева кубков. Иногда эта карта будет говорить о том человеке, вот даже больше, конечно, тут с позиции личной жизни. Поэтому дает совет карта именно об эмоциях, да? Когда впусти в свою жизнь, как и вдохновение, но не строй из него сразу, из этого вдохновения, какой-то глобальный план. Позволь чему-то просто быть рядом с тобой. Позволь в твоей жизни просто чему-то свершаться. И наблюдай за этим. Не торопись вот с чем-то, может быть, согласиться или вынести какой-то свой вердикт, что-то доказать. Потому что через доказательство мы иногда сами попадаем в какую-то запутанную ситуацию, или в нашем представлении оно должно быть так, и на этой волне мы можем подписать какие-то бумаги, не успев опять же додумать, что там есть какой-то, скрывается новый элемент. Мы же уверены в том, что мы уверены, понимаете? И вот что-то ускользает. Слушай свою интуицию. Это карта интуиция. И вот для тебя сейчас самое главное – это отдых и не попасть в такую ситуацию, когда вы можете стать ее заложником. Но это может быть, потому что иногда по этой карте идет, ну, во-первых, это, конечно, карта любви или человека, который любит, именно любит бескорыстно, искренне, всей душой, всем сердцем. Но некоторые персонажи на этой любви играют какую-то свою мелодию, да? Вот тут нельзя позволить играть свои мелодии кому-то другому. Ваше время исполнять свои какие-то желания. И вот этот альтруизм, если мы говорим, он проходит по этой карте. Иногда он нас может завести, куда Макар гусей не гонял, да? Но я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Это в том плане, что когда альтруизм переходит в самопожертвование. Время думать о себе, наслаждаться жизнью, мои дорогие. Может быть, если мы говорим забота о теле, какой-то курс, хочется сказать, да, может быть, пройти массажи, например, или вот все то, что совпадает со словом релакс, отдых. Это то, что вам сейчас необходимо. Вот все карты нам об этом. Ладно, давайте узнаем отношения. Кто зеркалит вас, кто или что появится неожиданно. Ну, правда, не все контакты полезны. Херон в Тельце покажет, где в отношениях вы теряете свою ценность. И это карта внутренних страхов, внутренних сомнений. И вот вы можете сомневаться в том, в чем сомневаться не нужно. Или наоборот, быть уверены в том, что вот как раз и стоит поставить под сомнение. Да, тут вы находитесь среди искаженной информации, возможно, среди какой-то путаницы. Мои дорогие девы, для кого-то из вас сама по себе работа с большим объемом информации, с большим количеством людей. И, может быть, время такое тут еще, да, наше непростое, накладывает на вас, ну, как печать, я бы сказала, не просто отпечаток, потому что это могут быть, как в вашем окружении, совершенно разные люди. А вам, может быть, вы руководитель, вам нужно с ними провзаимодействовать. Причем вы ведь реалисты, вы прекрасно понимаете, что, ну да, врут люди или выкручиваются где-то свое, пытаются продавить. Но вы пытались, вот, может быть, в каком-то режиме многозадачности, как будто успевая поворачивайся, да, вот вы могли себе такое говорить. Но теперь наступает тот момент, потому что по пятерке именно свечей проходят те люди, которые что-то обещают, но ничего не дают взамен. А вот обещания они могут вам давать
бесконечно долго. Причем так, обещание не забирает. Утром сказал одно, а потом к вечеру как будто забыл о вас. Или вроде бы были выстроены какие-то, опять же, договоренности, а потом, но это как оправдание, почему человек этого не сделал или не совершил. Вот вам нужно пересмотреть буквально ваше окружение. Потому что выбор, влюбленная, карта будет говорить, у тебя сейчас как бы, но до конца июня как минимум. Может быть, это один человек, это очень добрая карта в этой колоде, которому ты можешь доверять. И, может быть, удели внимание личной жизни, самому себе. Задумайся для тех, кто один или одна, а так уж важно, быть в этом гордом одиночестве, быть в отшельнике, будем говорить. Но есть уже в вашем окружении тот человек, вы тоже можете к нему по-разному относиться. Опять же, вы можете доверять тому, кому доверять не следует. Вот о чем надо подумать. А для этого нужно дать отдых. Это, возможно, вот такую перерокировку только в спокойном состоянии души. Ну и холодное мышление где-то. Ну с чем это еще связано? По пажу перьев я часто говорю. Конечно, пажи – это вестники. Мы как будто слышим новость и понимаем, что нам сейчас нужно что-то сделать по-другому. Или представьте, что вы идете по узенькой тропинке, по сумрачного леса. Она именно в лесу. И освещается она тонкой лунной дорожкой. Вы прошли уже какой-то этап, по этой тропинке вы ходили очень часто, в принципе, вам понятен этот маршрут. Вы спокойно идете и думаете о чем-то своем. И вдруг какой-то момент ваша мысль вас как будто переключает, как на озарение. Или на в какой-то момент понимание того, что уже в реальной жизни происходит. И вы понимаете, что пора сворачивать. Вот я часто говорю по этой карте, потому что пытаюсь передать ее символику. Значит, это может быть или конкретная информация, весть от какого-то человека, или пусть это даже в средствах массовой информации, или тут какая-то ваша личная история. Но все же здесь могут и люди себя повести как-то по-особенному, в зависимости и непредсказуемо, в зависимости от того, как меняются у них обстоятельства. Будьте к этому готовы. Но и вам-то как будто дает подсказку судьба. Вот пора сворачивать, пора принимать какое-то окончательное решение. Но во благо самим себе. И для кого-то из вас это может быть даже, знаете, такое, как открытие для вас. Вот если мы про отношения, да, появится неожиданно, появляется неожиданно новость. И вы понимаете, что какая-то путаница для вас именно сейчас разрешается. Для кого-то это будет осознание того, что... Может быть, это и ваша где-то заинтересованность прежняя в деньгах, да? Или какой-то, ну, к примеру, отношения как партнерские, по бизнесу, по работе. Но вы можете, к примеру, даже открыть глаза на такие вещи, что думали, что человек какой-то как с вами заодно, на одной волне, вы можете ему доверять. Может быть, и доверяли, какие-то чувства, что-то прежде ему рассказывали. Такое, о чем не рассказывали никому. А тут вы можете для себя понять, что нет, там просто банальная заинтересованность, интерес. А если есть интерес, то нет уже и искренности. Могут быть такие метаморфозы. Тут вам правда, это точно. По королеве перьев это всегда холодная голова. Для кого-то из вас, тем не менее, у вас может быть очень такой своеобразный переход и прорыв, хочется сказать. И одновременно это все граничит с выбором и будет касаться вашей деятельности, работы, построения карьеры. От вас как могут даже люди ждать вашего решения как вердикта, мои дорогие. Тут может быть такой для вас сложный выбор, кстати. Но, видимо, даже если сложная обстановка, люди сейчас проявляют, будут, по крайней мере, они у вас как на ладони. Приготовьтесь к этому. Мы ведь спросили об отношениях, поэтому неожиданно вы будете узнавать о людях что-то такое, когда вот они, может быть, отфильтруются направо-налево, с кем вы будете более осторожными или с кем вы будете сводить отношения, может быть, на нет. А с кем наоборот, вы для себя понимаете, что, ну, пожалуй,
с этим человеком я продолжу. То есть какие-то ваши границы, мои дорогие, будут вами четко обозначены. Ну и, конечно, участие, взаимодействие с некоторыми персонами. Это может еще касаться некоторых вопросов, которые связаны с важными бумагами, документами, но может быть еще и с деньгами. Сам выбор вы какой-то очень важный делаете по отношениям и по людям, которыми либо доверяете, либо нет. Что отпустить? Ну, может быть, и за что себя простить, колесо фортуны. Ну, непонятно. Конечно, что отпустить? Если выпадает колесо фортуны, карта однозначно будет говорить. Есть дело то, что ты не можешь изменить. А что мы не можем изменить? Людское мнение раз и обстоятельства два. И, может быть, если вы даже с лучшими побуждениями хотите кому-то помочь или сделать какой-то проект более лучшим, да, ну вот врываются в вашу жизнь буквально фортуна. Для вас это плюс, мои дорогие девы. Но из лучших побуждений, особенно по Хирону. Вот тут у вас, знаете, особенно Хирон в Тельце. Вы ведь тоже, как и Телец, принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. Здесь может вопрос строиться именно документы, желание сделать что-то, знаете, как отточить мастерство, сделать что-то филигранно. Потому что Телец где-то вот совпадает с вашими энергиями. Может быть, заработать больше денег. То есть тут сразу несколько таких позиций. А карта говорит, мы ведь спросили, что отпустить. Как будто сама судьба пытается вот то, что ты не можешь изменить, то, что приходит к тебе извне, как решение других людей, как обстоятельства, какие-то ситуации, тебя призывает не участвовать, а наблюдать и где-то правильно воспользоваться этим. Как-то так. Что отпустить, за что себя простить? Вы долгое время что-то удерживали, мои дорогие. Вы долго как рвались, как минимум в две стороны, может быть, кто-то и не в две, а в целых 5, мои дорогие. Я тоже такого не исключаю. В итоге вы сами себя буквально загнали. Наступает время сказать, я в этом сделал все, что мог. В каком-то деле, в каком-то событии, может быть, это будут документы, в вашем решении. Обратите внимание, калитка, она не заперта. Но как будто девушка сама, это ее было решение, участвовать или где-то находиться. И вот теперь наступает время, когда нужно оставить позади то, что уже не имеет значения. Наступает время идти вперед. Поэтому я бы сказала, тут действительно самое главное выйти из этой многозадачности. По двойке пентаклей для кого-то из вас что отпустить? У кого-то, может быть, были финансовые потери. По двойке пентаклей, ну, когда буквально приходилось жить, ну, вот, может, ты получил деньги, а потом отдал. Или за что-то заплатил, да? Мне нечего добавить. Сама фортуна. Вот почему вам сейчас нужно думать о себе, мои дорогие. Потому что, ну, тут как и денежный поток, как и поток ясности, как и ваша какая-то миссия. Вот правда, я уже не первый раз по своим прогнозам вижу именно для вашего знака зодиака ваша роль. Да, вот как роль личности может быть в истории, вспоминая когда-то изучаемое. Но это на самом деле так. Потому что по аркану Солнца это ваш прогресс. Это ваш, опять же, прорыв. Это ваши последующие полгода, когда вы можете стать известными, вы можете стать популярными, вы можете получить, как сама судьба вам, очищая ваше пространство вокруг, будет вот именно поле, когда, может быть, и предлагать для вашей деятельности, для ваших желаний. Тут нужно подумать, каким образом себя реализовать, или как подумать, чтобы быть счастливым для тех, кто один или одна. Но не застрять же, елки-палки, в какой-то неразберихи, которая тянется долгое время, более того, нужна кому-то другому. Вот нужно понимать, что удерживать, на что соглашаться, а что отпускать. Основная задача в этом ваша фортуна, в этом ваше солнце, новое качество жизни. Нечего добавить. Обратите внимание на третий шаг, мы говорили. Ну и давайте с вами откроем четвертый шаг. А что важно сейчас? Ваш важный ресурс. Помощь высших сил. Вот посмотрите, как у вас колесо фортуны.
Карта финансового, кстати, успеха, помощи высших сил, карта баланса. И, кстати, это высшие силы нам снова говорят карты. Тебе сейчас, как боги, ангелы помогают. Эта карта работает только в одном направлении. Как и в материальном плане, так и вообще, будем говорить, на удачу, на стечение обстоятельств, на встречу с нужными людьми. Или когда, знаете, тысячи дорог словно сходятся в одной точке в нужное время, в нужном месте, в нужный час. Но если как только ты начнешь свою энергию передавать кому-то другому на дела, которые тебе лично не нужны. Вот, наверное, почему такой у нас был длительный подход вот к этой позиции, потому как тебе именно ангелы помогают, чтобы для тебя сейчас что-то было максимально хорошо, чтобы ты, среди какой-то кучи или кутерьмы смогла увидеть себя. То, что именно тебе хочется. И если этого не происходит, и если ты, как и прежде, будешь тянуть какую-то лямку, ты как будто отдаешь свою силу, а высшие силы с этим не согласны. Что важно сейчас? Вдохновение. А еще что важно, вот конкретно скажу, правильно распределить финансы раз и позволить себе все-таки какие-то добрые эмоции. Ведь единственный персонаж в колоде тот, который умело переключается между эмоциями, чувствами и материализмом. И если вопросы любви, то есть не смешивать одно и другое. Если вот в вопросах любви, чувств мы себе позволяем и любить, и быть любимыми, то и не добавляем туда, вот этой меркантильности, такой сухой, жесткой, то и наоборот. Будут у тебя те темы, которые документы, дела, работа, бизнес, деньги. Туда не добавляй эмоций. Иначе это будет вообще винегрет какой-то. Поэтому хочется сказать, разделяй, властвуй. А по-другому как будто и не скажешь. Ладно, давайте. Что же важно сейчас? Все-таки мы серьезную позицию с вами. Туз перьев. Какой-то лабиринт, путаница у вас заканчивается. И пытается уже, как будто закончить какую-то вашу прежнюю совершенно позицию в жизни или вашу прежнюю стратегию и тактику, я не исключаю. Для кого-то из вас будет поворотный момент получения важной бумаги, информации, когда вы действительно понимаете, что нет, пора сворачивать. Будьте готовы к этому. Вот это важно. И эти энергии, опять же, чтобы их ухватить, а не сказать, не отмахнуться, что «О, нет, это мне сегодня пришло, придет и завтра». А завтра так не будет. Энергии поменяются. Что изменится? Конечно, по этой карте это перемены. 20-й старший аркан, мы что-то оставляем позади. Это дорога к свету. Есть такая колода «Колесо года». Мне очень нравится. Дорога к свету, дорога к солнцу. У вас солнце выпало, мои дорогие. Поэтому не оглядывайся назад. Тебе отсюда, с этого момента, полный вперед. Все изменится. Очень многое будет меняться, как и вокруг вас. Точно так же это вас изменит, мои дорогие. Давайте немножко. Тут очень быстро будет меняться, совсем скоро. Возможно, ты не одну новость получишь, а 2 и 3. Тебе придется быстро куда-то собраться, поехать, с кем-то встретиться. И будь готов, дева, или готова, не отложить это на завтра. Ведь это карта доброй трансформации. Успевай, поворачивайся. Что изменит вас? Вы вдруг можете понять, к примеру, что вы участвовали в каком-то деле, в котором не нужно было участвовать. Вы будьте готовы к этому тоже. Тут некоторые личности откроются, может быть, не самой лучшей стороны. И кого вы прежде, может быть, предполагали, но замечен, как говорится, не был, человек в таком, но вы интуитивно могли чувствовать, что нет, вот этому товарищу не стоит доверять, не товарищ вовсе. И вот здесь такие метаморфозы тоже будут. Вы как будете видеть, вы и так достаточно проницательны, мои дорогие. Но, видимо, вот этот период до конца июня вычищает из вашего пространства все ненужное, как и людей, как и какие-то ваши сомнения. Вам действительно тут пространство на ладони демонстрирует, кому вы можете доверять, кому нет. И то, что складывается как обстановка, когда нужно действовать, а в чем вообще не нужно участвовать, все то, что я говорила по 4-й позиции.
Ну, опять же, да, уходить от каких-то зависимых ситуаций, не попадать в зависимые, может быть, отношения. Может быть, это вы, вот долгое время у вас какая-то была история, когда вы были, вот все, если мы 4 карты соединим, да, восьмерку свечей, первый у нас старший аркан, наступает время идти вперед, но для этого нужно что-то завершить, в чем-то поставить точку. Это и будет означать конец финансовой, может быть, зависимости для кого-то. Возможно, это даже эмоциональная зависимость, ведь иногда это карта страсти. Вот когда по аркану, да, и ангел изображен, понятно, что здесь такое, знаете, спокойное отношение к чему-то, безэмоциональное. Значит, есть какие-то вопросы, когда вы четко видите, вот мне сюда не надо. И если вы уже сейчас у кого-то перекликается эта позиция, и раньше была какая-то зависимость, мои дорогие, неважно, финансовая, или по документам, или пусть это связано было с конкретным человеком. Может быть, у кого-то даже вы не могли крупную сумму денег получить. По разным причинам было заблокировано. Но это ваши деньги, они вами заработаны. Вот здесь вы по этому аркану можете получить. Более того, всегда любой аркан проигрывается с плюсом тоже. И 15-й аркан нам дает физическую силу, раз. И вот если правда какой-то гонорар вам принадлежал, тогда вы даже крупную сумму денег мы можем получить. Будьте к этому готовы. Что изменится? То есть вот не держи, нам говорят. Не держи. Вот несколько раз уже карты об этом сказали. Я снова достаю карту, но получается повторение, да? Хоть и мать учения, но смотрите, полк как будто падает, рушится. Человек пытается из последних сил вот что-то тут ухватить. А что ты тут ухватишь? Отступи полшага назад, да нехай оно все рухнет. Правда. Позволь вот, уйти из твоей жизни тому, что уже, в принципе, ты, может быть, удерживаешь и из своих последних сил, но и для твоего счастья это не имеет никакого значения. Поэтому будьте готовы, что тут само провидение будет вас освобождать, как от лишних людей, от ненужных где-то ситуаций, или могут еще, как высшие силы, продемонстрировать для вашей большей убежденности. Но, значит, вы что-то расставляете по местам, наводите порядок. И вот что же произойдет дальше? Сияй, как звезда. Удивительные карты, смотрите. В колоде Таро есть две карты выбора правильного направления. Карта Солнца, я говорила, 6-8 месяцев. А вторая карта – это звезда. Но это лет 10-20. Это продолжительный период. Это для кого-то может быть связано с тем, что будет дальше. Поездка, к примеру, куда-то очень далеко. Если вы занимаетесь творчеством, тут, правда, может популярность прийти. Если вы строите карьеру, это тоже где-то может совпадать. Для кого-то из вас это будет новый какой-то интернет, может быть, проект. Потому что звезды, да, мы говорим, карта, эфир, пространство, интернет. И здесь идет в этой карте как и расстояние, буквально километраж, так и расстояние по времени. Расчищает судьба вам пути дорожки, мои дорогие, как и на 6-8 месяцев, так и на лет 10. Пришло время отпустить то, что для тебя было печалью. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Пятерка – мелкая карта. Но это отпускай разочарование. Отпускай вот как будто, да, у вас может быть, давайте еще одну карту, двойка перьев, потому что это карта выбора. Как будто ты сейчас, дева, решаешь, что будет дальше, к чему ты будешь готов. Если ты позволишь себе какое-то сожаление или жить в прошлом, ну вот ты как будто там себя прикуешь цепями. Но если выбор, да, направо-налево, но если ты позволишь себе вдохновиться, вот для вас чувства, добрые эмоции, надежные люди, люди, которые, знаете, вам приносят как и вдохновение или приносят вам воодушевление, как минимум, но уж точно не заставляют или не становятся для вас как какой-то черной дырой, когда вы устраиваете какое-то самокопание. Вот вам такие не нужны. Всех в сад, это точно. Вот такой важный урок вы сейчас проходите, потому что вам самое главное, как установить ваши личные границы
и четко усвоить, что вы будете продолжать, какую жизнь вы для себя хотите видеть. И, видимо, то, что зародилось в вашей ментальности, вы в последующем переложите в жизнь реальную. Но выбор вы делаете прямо сейчас. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и берегите себя, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.